Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Так мы читаем о царе Ироде в Евангелии от Марка в 6 главе. Нельзя читать истории Ирода без трепета и высшей степени отчаяния. Вообще не хотелось бы ее упомянуть. Но так как трагическая история четвертовластника Ирода является серьезным напоминанием о пагубной натуре греха, ознакомление с ней будет нам весьма полезным. История Ирода говорит нам, что один неисповеданный грех способен удержать человека от Царствия Божия и погубить его навсегда в вечном аду. Такова печальная история человека, о котором сказано, что он делал немало для исправления своей жизни. Но, увы, вся трагедия была в том, что этого было недостаточно. В каком контрасте Ироду стоит Иоанн Креститель? Иоанн не искал людской славы и мог с радостью сказать, свидетельствуя об Иисусе Христе: «Ему должно расти, а мне умоляться». Несмотря на то, что Иоанн не искал почести у людей, все же с каким благоговением слушал его народ. Сказано, что сам Ирод боялся Иоанна. Ирод был царем, а Иоанн скромным проповедником, одетым в самые убогие и грубые одежды из верблюжьего волоса. Праведность и святость Иоанна, его непорочная жизнь заставили царя Ирода, имеющего богатство, славу и власть, трепетать перед ним. Об Иоанне сказано, что он не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть об Иисусе Христе, было истина. Возвращаясь к нашей теме, так как сегодня речь идет об Ироде, я надеюсь, что среди наших слушателей не найдется подобного ему. Но есть, однако, ужасная возможность, что кто-нибудь после этой проповеди может стать таковым. Мой дорогой радиослушатель, быть может, сегодня Господь хочет этим словом остановить тебя, чтобы ты не пошел по следам этого несчастного человека. В нашей беседе о Ироде я хотел бы сперва указать на положительные черты его характера. Из нашего текста видно, что Ирод почитал праведность и святость, ибо сказано: «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый». Это весьма похвально в Ироде. Как желательно видеть в человеке уважение к добродетели, даже если он сам не имеет ее, ибо само уважение к ней может произвести и желание обладать ею. Есть люди, которые до того осквернили себя, что возненавидели все святое и божественное. Далее мы видим, что Ирод уважал и человека, в котором он нашел справедливость и святость. А ведь это еще одна положительная черта. Можно уважать добродетель как таковую, но когда она воплощена в человеке, то возможно такого человека возненавидеть. Есть люди, почитающие все святое, но, встретившись со святым, преследуют его. Ирод боялся Иоанна и до того уважал его, что на время даже берег его, охранял от ярости и злобы Иродиады, своей сожительницы. Кроме того, об Ироде сказано, что он слушал Иоанна, то есть его проповеди. Когда кто-нибудь из нас, людей обыкновенных, слушает проповеди Евангелия, то в этом нет ничего удивительного. Но когда царь слушает, тогда это считается чем-то особенным. Не очень-то часто бывает, чтобы цари земные или правители страны слушали евангельские проповеди, а Ирод слушал Иоанна с большим интересом. Хорошо делает человек, когда слушает проповедующего о Христе, об Агнце Божьем, который берет на себя грехи мира. Ирод слушал Иоанна, потому что Иоанн был мужем праведным и святым, и говорил он как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Об Ироде можно сказать еще больше. Он слушал слово и делал многое, о чем увещевал Иоанн Креститель. Сказано, что он слушал Иоанна с удовольствием и многое делал, слушаясь его. Дорогие мои друзья, сколько есть слушающих Слово Божие, но не исполняющих его.
Они слушают и слушают, а делать ничего не делают. Они слышат призыв прийти ко Христу, но не приходят на Его чудный пир. Какое печальное состояние таких людей! Об Ироде следует отметить, что он продолжал слушать Иоанна с большим удовольствием. Его восхищение проповедями Иоанна не было кратковременным. Видно, что оно продолжалось довольно долго, несмотря на то, что слово Иоанна обличало Ирода. Со слов Евангелия видно, что пророк произвел глубокое впечатление на царя. Ирода осветил свет истины, и все же он остался только почти убежденным. Ирод оставил при себе один грех, с которым он не желал расстаться. Это одно зло и погубило его. Ирод не оставил свой любимый грех, хотя знал, что ему должно с ним расстаться. Он хромал на оба колена. Он был склонен к добру, но страсть держала его в своей власти. Да, в Ироде мы находим положительные черты характера и даже некоторые признаки покаяния, но, к сожалению, это не все. С печалью мы должны указать на другую сторону характера этого человека, которая и привела его к вечному осуждению. Ирод, любя и уважая Иоанна, не обратился к Господу, на которого указывал ему Иоанн. Это и был его главный недостаток. Иоанн никогда не обращал внимания людей на свою личность, но всегда указывал на Христа. «Вот Агнец Божий», — говорил он. До некоторой степени Ирод был последователем Иоанна, но, к сожалению, не последователем Иисуса Христа. Можно любить и восхищаться проповедником, и все же не быть последователем Иисуса Христа. Сохрани нас, Господь, от такого заблуждения. Проповедник является лишь указательным столбом, указывающим путь ко Христу. Вы должны следовать за Христом, ибо конец всего нашего служения – Иисус Христос. Да, вы можете стать подобным Ироду, если благодать Божия не приведет вас к Спасителю, ибо Он один источник жизни, Он один может избавить вас от греха. Вторым недостатком в Ироде было его нежелание стремиться к святости. Он уважал святость в жизни других, но в самом себе не имел этой святости. Как многозначительно определил Ирода наш Спаситель, сказав о нем: «Пойдите, скажите этой лисице». Ирод был человеком льстивым, самолюбивым, полным хитрости и коварства, робким и застенчивым в присутствии важного лица и дерзким, злым по отношениям к беспомощным. Иногда встречаешься с такими лисицами. Они как будто хотят попасть в Царствие Божие, но любят идти по пути, ведущим в ад. Есть еще другое пятно в характере Ирода. Он никогда не любил Слово Божие как таковое. Он любил и уважал Иоанна. Смотрите, как смело он проповедует. Вот такого проповедника приятно послушать. Но сам Ирод никогда не принял в свое сердце Слово Божие. Возлюбленные, сколько людей, подобно Ироду, слушает охотно Слово, но не принимает его. Они относят это Слово к другим, но не к себе самим. Далее мы видим, что Ирод многое делал, слушаясь Иоанна Крестителя. Но, увы, он не все сделал. Воистину, принимающий Слово старается с Божьей помощью исполнять все, что оно говорит, а не частично. Ирод не был готов на полное и окончательное покаяние. Это слишком дорого ему стоило бы. Он хотел оставить при себе один грех. И когда Иоанн указал ему на этот грех, то Ирод не пожелал расстаться с ним. Другим пятном, оскверняющим характер Ирода, было влияние похоти, державшей его в своей власти. Он был рабом греха. Он всецело отдался Иродиаде, жене брата своего. Иродиада была его племянницей, замужем за его братом. И все же Ирод увел ее из дома своего родного брата.
Он сам оставил законную жену, которая была многие годы верной его спутницей. О, сколько пало жертвой этого ужасного греха прелюбодеяния! Мой друг, беги от малейшего вида блуда. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, говорит Слово Божие, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Так предупреждает Слово Божие об этом ужасном грехе прелюбодеяния. Дай, Господь, тебе силу свыше побороть этот грех. А если ты уже пал жертвой его, то немедленно призови Господа спасти тебя. В заключение я хочу обратить ваше внимание на печальный конец царя Ирода. Со всеми положительными чертами жизнь его кончилась очень трагично. Во-первых, он убил проповедника, которого когда-то с таким удовольствием и уважением слушал. Ирод стал убийцей, так как по его распоряжению палачи обезглавили Иоанна Крестителя. Ирод велел оруженосцу принести голову Иоанна как жертву своему греху. Человек, оставивший при себе хотя бы один грех, рано или поздно обезглавит голос истины. Ирод боялся Иоанна, почитал и слушал его с большим удовольствием, делал многое, что требовал Иоанн, и все же стал его убийцей. Подумайте, дорогие друзья, можно одобрять евангельское учение, быть его последователем, и, однако, при определенных обстоятельствах возненавидеть и сделаться преследователем его. О, как это ужасно! Но Ирод пал еще ниже. Он не только обезглавил Иоанна, но он предал на смерть Иисуса Христа. Ирод, увидев Христа, сказано, что очень обрадовался, ибо давно желал видеть его. Казалось, что в Ироде как будто произошла какая-то перемена к лучшему. Он желает видеть Христа. Он даже задает ему многие вопросы. Но заметьте, что Христос ничего не ответил ему. Господь не имел ничего большего ему сказать. Мой друг, не ожидай, что Бог тебе что-нибудь больше скажет или что-либо новое откроет, пока ты не исполнил того, что уже было тебе сказано. И эта встреча Ирода со Христом кончилась тем, что Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса Христа и насмеявшись над ним, предал его на казнь Пилату. История говорит нам, что немного спустя Ирод потерял все, что имел. Он был человек хитрый, стремящийся любым способом приобрести себе власть и славу. Но в конце само римское правительство унизило его, и он был позорно отстранен занимаемого поста. Таков был его конец, как властелина. Многие вместо Христа хватались за власть, славу, людскую почесть, и в конце потеряли все, и Христа, и свою душу. Один человек во время средневековых гонений христиан был заключен в темнице за свою веру. Он говорил, что любит евангельскую веру, но плакал от страха, что его сожгут на костре. Из страха он отрекся от веры, но в полночь сгорел его дом, и человек, который боялся сожжения на костре, сгорел в своем же доме. Однако без утешения, так как погиб не за веру свою. Если ты променяешь Христа за одну похлебку, она обожжет уста твои. Будет гореть душа твоя, как плавленное олово, ибо возмездие за грех смерть. Ирод продал Христа за один грех, и этот же грех его погубил. Как страшно думать, что он, хотя и боялся Иоанна, слушал его охотно, много делал, слушаясь его, и все же пошел в вечное мучение, в огонь неугасимый. Я уверен, что ни один человек, слушая сегодняшнюю проповедь, не думает, что он мог бы стать Иродом. Дорогой мой друг, хотя я не пророк и не сын пророка, но могу сказать, что да, и ты станешь Иродом, если не оставишь свой грех и не примешь Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, если ты не хочешь идти путем Ирода, то встань на сторону Христа, прими его и будь его учеником.
Видишь, иного выбора нету. Или ты служишь Богу, или дьяволу. Невозможно служить двум господам. Одного ты должен оставить. О, дал бы Бог, чтобы сегодня ты оставил твой грех. Да, тот любимый грех, который тебя губит. Ибо помни, что этот один грех приведет тебя в вечную погибель. О, воскликни от глубины сердца твоего: Господи, очисти меня, омой меня твоей драгоценной кровью. Дай мне новое сердце, чтобы я был послушным тебе во всем. Помоги мне не только многое делать, но все, что ты от меня потребуешь. Возьми меня, Господи, сделай меня всецело твоим.